Доброе утро. Сегодня 25 июля, суббота. Мое имя Петр. Проживаю я в Санкт-Петербурге. О себе. Моя работа зависит. От чего зависит? Как сказать. Помогаю людям решать их конфликтные ситуации. Наверное, вот так это можно определить. Вот, пью кофе и жду сегодняшнего дня. Что он мне принесет. Бывает, у людей сложные ситуации возникают. И они не могут найти решение. Помощь заключается в том, что при любом вот такой ситуации они могли принять правильное решение, чтобы не создалось каких-то дальнейших нехороших ситуаций. Это выглядит по-разному. Но больше всего, наверное, помощь получается в совете. В том, что было все более мирно, цивилизованно. Вот в этом состоит моя работа. Живу жизнь у меня такая, что она выглядит совершенно по-другому. Может быть, она для кого-то выглядит очень диковато, но для меня она выглядит так, как выглядит. Значит, видит в этом Бог мою вот такую суть этой жизни. Она опасная очень? Любая работа опасна. Любая. Даже кто работает на предприятии, на каком-нибудь. Не знаю, кто-то. Любая работа, там даже кто-то приходит, он читает. Есть даже, прочитает простую безопасность. Что нельзя. Кого-то может, электрика может ударить током. Даже тоже опасно. Бог для меня – это истина, то, что есть на самом деле, откуда мы пришли и куда мы пойдем. Наверное, это начало пути и бесконечный путь того, что меня ждет впереди. Бог для меня – все, жизнь, свет, все, что есть – это Бог. Он в людях, во всем Он есть. И, наверное, это самое главное, что есть в жизни. Он. Остальное все суета. Просто суета. Таков путь человека, который видит то, что есть на самом деле. Мне с ним легко. Мне с ним уютно. Наверное, самая бескорыстная любовь, которая есть по отношению к людям, это любовь Бога. Но я думаю, что Бог не может сам спуститься и все сделать. Или там как-то. Он работает через людей. Наверное, если
он видит эту профессию во мне вот такую, значит, я нужен. Он же работает через людей, как бы это ни выглядело, ну, кто-то должен этим заниматься. Ну, наверное, я как к нему пришел, ну, пути Господни неисповедимы. Не знаю, с детства как-то. Не могу сейчас вот конкретно ответить на этот вопрос. Просто он всегда был со мной. Это, наверное, у меня не хватало мудрости увидеть, что он есть. Всегда со мной. Он всегда с нами. Всегда с нами. И он, наверное, все-таки такой джентльмен. Когда его попросишь, он приходит. Он просто берет тебя на руки и несет в этой жизни. Есть такая пословица, наверное, может быть, у нас называется, это все равно, что когда-то ракушка спрашивает у льва, что: лев, а ты такой злой, ты вот очень ешь зверей, а я вот такая хорошая, лежу на дне моря и молчу. И вот она вроде молчит, лежит на дне моря и говорит, что не грешит. А на льва говорит, что грешит. И они оба правы. Но дело в том, что у каждого свой путь. У ракушки и у льва. Но есть специальные люди, которым можно дозвониться, и они устроят эту встречу. Есть люди, которые занимаются, не знаю, там, работают поварами, где-то в детском садике, там, воспитывают детей, учителя. А есть вот люди с таким вот, с криминальным оттенком, которые не могут по своей там какой-то сфере обратиться в полицию, там, или другие какие-то сферы. Встречаются люди и общаются, и принимают какое-то решение. Да, обращаются у одного человека. Отобрали квартиру, группа людей. Пришлось идти и разговаривать, чтобы они отдали этому человеку обратно квартиру. Почему? Потому что они посчитали, что они в этой ситуации правы. Какие-то финансовые непонимания. Что-то кому-то не додал, или что-то кому-то вообще ничего не отдал. Вот в таких ситуациях получается у людей очень много чего нехорошего. Я пытаюсь этим людям донести, чтобы они поступали правильно. Я не навязываю свое мнение никогда. Я просто объясняю, что есть другой выход. Он более человечный, более понятный. Просто люди, которые не могут найти в какой-то ситуации выход. И он есть на самом деле, но люди просто его не видят. Какие-то эмоциональные вещи, много очень вещей присутствуют, которые мешают увидеть истину в этой именно ситуации. Вот я этим и занимаюсь. Они, в принципе-то, практически знают ответ на свой вопрос. Но ты просто им подсказываешь и не убеждаешь, а просто говоришь, как есть. Ничью сторону не принимаешь. Сторона одна, справедливо разойтись в какой-то ситуации, чтобы одна сторона и другая была вот этой ситуацией
удовлетворена. Есть ситуация, и ты в этой ситуации должен выслушать две стороны. То есть одну сторону, другую. Не то, что придет там, один расскажет, ты не послушаешь, второй и примешь какое-то решение. Выслушиваются обе стороны. И принимается какое-то решение. Ну, Петербург, ну посмотрите на эту красоту. Я влюблен в этот город. Наверное, все-таки вот если бы мне дали бы определение сказать городу Петербургу, здесь все. Любовь, духотворенность. Люди настолько вот душевные, духовные. Всегда найдешь человека, который может с тобой просто посидеть, поговорить, просто ни о чем. И это нормально. Я много ездил по России, в Европе, побывал в многих городах. Но я могу сказать точно, что это самый красивый город в мире. И где бы я ни ездил, он всегда меня тянет обратно. Я приезжаю и здесь отдыхаю сердцем, душой, всем, что вот действительно есть. Хотел там где-то в одном городе остаться, в другом, в Европе мог бы остаться, но этот город тянет, он манит. И даже если приезжаешь в Россию, то хоть как на какой-то день все равно вот приезжаешь и любуешься всем, что здесь происходит, как есть. Это действительно город, ну, во-первых, потому что, наверное, здесь очень много театров, музеев, церквей, он намоленный город. И, наверное, то, что здесь происходило, вот блокада, вот все, что здесь вот этот город вот прожил, он дает это тепло, дает все человеку, все, что необходимо именно для духовного роста, для духовного понимания. И человек, и Господь Бог ему дал жизнь. И не мне выбирать. Если бы, наверное, я бы родился, не знаю, в музыкальной семье, я был музыкантом, да? И так далее, да, другой какой-то. Ну, вот так случилось, как случилось.